Всем привет, с вами Фотогир и я Виктор Брусков. Несколько дней назад я вернулся из поездки в Карелию, в которую я отправлялся вместе со своими друзьями. И у меня была отличная возможность протестировать свой новый объектив 50 мм f1.2 G-Master. И я могу сразу сказать, что теперь это мой новый любимчик среди всех объективов Sony. Потому что до этого я говорил, что мой любимый объектив это Sony Zeiss 55 мм с диафрагмой 1.8. И если вы интересуетесь данным объективом, то я настоятельно рекомендую посмотреть мой обзор. В этом видео я поделюсь своими первыми впечатлениями от объектива 50 мм G-Master, потому что я снял достаточно большое количество красивых фотографий и видео, и мне есть что вам показать. Так что устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Первое, о чем нужно сказать, говоря про этот объектив, это то, что инженерам Sony удалось сделать практически невозможное – соединить две противоположные характеристики. Во-первых, сделать объектив современным, чтобы он был резким, без хроматических аберраций и других каких-либо искажений. И второе, это сделать так, чтобы он сохранил характер, особенно в зоне размытия, для того, чтобы это было не просто техническое стекло, которое размывает фон в хлам и не содержит в себе никакого рисунка. В этом объективе удалось сделать так, что он передает объем на наших изображениях, но в то же время с технической точки зрения он не имеет никаких недостатков. По характеру перехода в зону нерезкости он напоминает старые объективы от Minolta или Zeiss, которые еще создавались для зеркального байонета Sony A-Mount. То есть у него такое теплое ламповое изображение, но в то же время к нему невозможно технически придраться. То, как он передает объем, очень сильно напоминает среднеформатную картинку, то есть этот объектив уже наступает на другую территорию, несмотря на то, что он создавался как объектив для полного кадра. И вот эта характеристика для меня была очень важна, потому что когда я смотрел обзоры, я как раз не мог понять, дает ли он что-то особенное в своем изображении, чего я не могу получить с тем же 55 мм 1.8 Sony Zeiss. Но когда я попользовался этим объективом сам, я понял, что да, он особенный, он передает особенное изображение, и он стоит того, чтобы переплатить за него, а также носить на себе на полкилограмма больше веса. Но самое лучшее, что можно сделать, это не рассказывать об этом объективе, а показать, какие изображения он выдает. Все фотографии, которые вы сейчас увидите, сняты на полностью открытой диафрагме f1.2, и вы сможете убедиться как в резкости объектива, так и в передаче объема, о котором я говорю. Все эти изображения это JPEG прямо из камеры, причем JPEG самый маленький, то есть 8-мегапиксельный. Единственное, что я сделал, это накинул сверху пленочный пресет RNI Films. И то я сделал это всего лишь на 50%, так что вмешательство в картинку совсем незначительное. И вы, наверное, могли заметить, что помимо того, что объектив очень резкий, начиная с открытой диафрагмы, также очень круто передает тот самый объем, но также он классно раскрывает цвета камеры. Потому что снимал я на Sony Alpha 7 IV, а в Sony Alpha 7 IV цвет уже доработан, и как раз вся палитра этого цвета очень хорошо раскрывается благодаря этому объективу. Но помимо этого всего я хочу также выделить еще два достоинства. Первое это минимальная дистанция фокусировки, потому что объектив позволяет приблизиться к объекту достаточно близко, и у него дистанция фокусировки на самом деле меньше, чем обычно это принято у полтинников, всего 40 см. Соответственно, чем ближе мы приближаемся к объекту съемки, тем
тем больше у нас размытия и, соответственно, еще больше объема. И еще одно достоинство – это скорость автофокуса. И тут я открою вам маленький секрет. На самом деле, система автофокуса в этом объективе – это лучшая система автофокуса среди всех объективов Sony G-Master. Такая же точно используется в объективе 135 мм 1.8 G-Master и 400 мм 2.8 G-Master. То есть в этом объективе используется 4 мотора автофокусировки, которые работают очень и очень быстро. И несмотря на то, что мы снимаем на такой широкой диафрагме, как 1.2, у нас все летает молниеносно, и более того, благодаря системе автофокуса в самой камере Alpha 7 IV, система автофокуса предугадывает слежение за объектом быстрее, чем даже я могу об этом подумать. И это немаловажный аспект, потому что обычно такие объективы как раз медленные, еще и звуки какие-либо издают, а этот G-Master абсолютно бесшумный и в то же время фокусируется молниеносно. Обалденное сочетание технологий в плане автофокуса. Например, во время прогулки по Карелии я увидел, как на меня бежит кошка, и мне захотелось ее снять. Естественно, у меня не было времени на то, чтобы переключиться с режима отслеживания человек-животное, и мне пришлось снять ее как есть. Но оказалось, что для камеры и объектива это вообще не составляет никакой сложности, неважно на чем фокусироваться, видит движущийся объект и сразу же фокусируется на нем. В итоге я получил все кадры в идеальном фокусе, и при этом, естественно, они все были резкие, потому что оптика очень резкая. Естественно, все эти достоинства в объективе, которые применимы к фотосъемке, также применимы и к видеосъемке. То есть мы получаем резкую картинку прямо с открытой диафрагмы, с молниеносным отслеживанием по автофокусу, с красивыми цветами. И при всем этом картинка получается очень живая и объемная. Во время нашей поездки в Карелию мы также успели побывать и в Санкт-Петербурге, потому что я выступал с лекцией на одном из мероприятий, которое устроила фотоакадемия от Sony Center. И темой моего выступления была съемка видео на Sony Alpha 7 IV. На нем я рассказывал о том, почему фотографам важно снимать видео, о том, как настраивать камеру для съемки видео и так далее. Помимо теоретической части у меня была также и практическая часть, во время которой я показывал возможности Sony Alpha 7 IV в плане видеосъемки, и делал я это как раз в связке с полтинником 1.2. И у меня снова не было никаких проблем с автофокусом, камера и объектив отслеживали модель, хореографа молниеносно, и все кадры у меня были в фокусе. Кстати, после самой лекции, когда я отвечал на вопросы слушателей, я пообещал, что сниму также видео о том, как настраивать камеру для видео и о том, как вообще снимать видео. Так что вы теперь в курсе моего следующего ролика на YouTube, он будет называться «Съемка видео для фотографов». В том числе я расскажу про очень крутую функцию S&Q, или по-другому Slow and Quick, через которую я и записывал все замедленные видео. Она удобна тем, что видео получаются замедленными прямо в камере, а потом их можно перебросить в смартфон сразу же через родное приложение и тут же выложить в соцсети. Что еще я хотел бы рассказать про этот объектив, это то, что им оказалось удобно пользоваться, потому что он не особо тяжелый и не особо крупный в размере, и на самом деле неплохо сбалансирован с камерой. Более того, он по размеру и весу точно такой же, как и объектив Sony Zeiss 50 мм f1.4. Не говоря уже о том, что он компактнее и легче аналогов от Canon и Nikon. Поэтому я считаю, что это очень важное достоинство — обладать всеми этими характеристиками, таким быстрым автофокусом, быть таким резким, передавать классно цвет и объем и при этом оставаться относительно компактным. Кстати, все вышесказанное не означает, что объектив Sony Zeiss 55 мм 1.8 стал каким-то плохим объективом. Нет, это совершенно другое стекло и у него другое предназначение. Я считаю, тот объектив создан для того, чтобы быть налегке, при этом получать максимальную производительность. А если мы говорим про этот полтинник G-Master, то он нужен для того, чтобы передать максимальный объем и приблизиться по оптическим характеристикам к среднеформатным камерам, при этом не меняя системы. На этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, и всего вам доброго!